Так, песня долины. Порча добралась до полей Утару. Надо срочно восстановить Гею. Берегись, чужеземка. Эти растения опасны. Другие духи земли Утару тащат на поля порчу. Они будто все еще следуют программе. Пусть даже это только Ваврит. Если вы завянете, завянем и мы. Простите, здесь все провоняло порчей страниц. Ступай осторожно. Оглянись вокруг. Рыжая гниль наступает. Утару пришел конец. Это еще не конец. А вот и Зо с Варлом. Странницы в песне Если направляешься на юго-запад от Песни долины, будь начеку. Нам сообщали, что там есть мятежники Тенакт. Наши разведчики до сих пор не оправились от ран. Буду иметь в виду. Похоже, Утару не помешала бы помощь против мятежников Тенакт. Зо, что-то не так? Надеюсь, твоя подруга готова к испытаниям. Элой справлялась с проблемами посерьезнее. Вот и я, как обещала. Пение. Значит, ваш хор собрался? Да, собрался. Без Варла я бы не справилась. Но не уверена, что это поможет. В хоре нет гармонии. Пещера — это больная тема. Дух земли Фа так и не вернулась. И с каждым днем все больше машин-убийц выходит оттуда и бросается на линию обороны, которую мы выставили у входа. Но это лишь часть фальшивых нот. Твоя просьба обнажила конфликт внутри самого хора и племени. Ты сказала, что без него ты бы не собрала хор. Что ты сделал? Некоторые участники хора отказались рассматривать твою просьбу. Они считают, что пещера только для духов земли. Но Варл дал идею сыграть на том, что ты сделала с Ре. Иногда мало самому просить наделенных властью. Нужно, чтобы и другие попросили за тебя. Мы рассказали всем о том, как ты помогла Ре. Возможно, даже слегка преувеличили. Интерес к тебе вырос, и люди убедили хор встретиться с тобой. Такой подход работал у нас с матриархами. И с моей матерью тоже. Пару раз. Неплохо. Политикой займешься ты. О, нет. Уверен, тебе все равно придется самой давить на них. Я понимаю, пещера священна, но почему столько шума из-за просьбы туда войти? Шум начался раньше. Многие в племени и большинство хора хотят продолжать делать то, что и всегда. То есть не делать ничего. Но другие требуют перемен. Или даже крайних мер. Твоя просьба лишь подлила масло в огонь. Ну да, традиции. Я с этим сталкивалась. Но каждое племя относится к ним по-своему. Возможно. Вы построили укрепление у пещеры? Деревянные заграждения. У нас нет каменщиков, как у Карха или Азерам. На самом деле машины сдерживают наши лучники. Каждый день отбивают все новые волны. Надеюсь, они выдержат.
Что за машины выходят из пещеры? Стервятники и убийцы охотников. Но они сильнее тех, что мы видели раньше. Очень злобные и светятся фиолетовым. Звучит знакомо. Ты уже сражалась с такими? Если верить твоему описанию, то да. В пещере может быть еще одна проблема. Дополнительный повод разведать, что там происходит. Итак, хор собрался. Что дальше? Они обсуждают твою просьбу. И когда мы с ними поговорим? Когда будешь готова. Не спеши. Их споры не скоро завершатся. Такие встречи длятся не один день. Тогда сперва пополню запасы. Кто знает, сколько машин будет в той пещере. Хор еще не разрешил тебе туда войти. Элой умеет быть очень убедительной. Посмотрим. Подготовь, что тебе нужно. Мы будем ждать наверху, рядом с собранием хора. Вейну она не понравится, это уж точно. У тебя неплохо получается. А какой смысл разглагольствовать? Хор все равно все решит за нас, как всегда. Станет полегче. Обязательно. Значит, слухи не врут. Ты должно быть та, кто победила защитника Регалы. И та, из-за кого поднялась вся эта шумиха. Что Тенакт делает в Песне долины? Собирается в охотничьи угодья. И ты приходи, это к северо-западу. Наверняка такой умелый воин справится с испытаниями. Легко. Встретимся там. Пусть ушедшего. Знаешь, когда возможно, мы недостойны жить в песне. Да поможет тебе ветер. Пусть ушедшие станут семенами нового поколения. Элой, я хотел поблагодарить тебя за то, что спасла мне жизнь. Удалось найти Тут мало что есть, но обещаю, мои пайки помогут тебе сохранить силу в походе. но пока ничего. Надеюсь, ты знаешь, здесь тебя всегда с радостью накормят, Элой. Спасибо, Дайан. Только что проснулась. Отличный настрой. Если надо, можешь купить у нас еду. Нора, Знаешь, Я когда в последний прошу. раз- Хор отказал мне, я не знаю, что делать. Может, для начала расскажешь, что стряслось? Я с севера, из шепота реки.
Пару ночей назад я проснулась от крика соседей. Мятежники Тенакт напали. Это были разведчики, но мы еле отбились. Если они придут большим отрядом, мы не воины. Нас перебьют. Я думала, Хор нам поможет. Думала, общая земля роднит нас. Но, похоже, здесь меня услышит только чужеземка. Наверное, глупо надеяться, что ты защитишь нас от налетчиков. Мятежники Регаллы. Ты знаешь, почему на вас напали? А почему солнце садится вечером? Они Тенакт. Они живут войной. Обычно дерутся между собой. Но им приглянулась наша деревня. Мятежники хотят отобрать наши припасы для похода на западные кланы. Здесь они не нападут. Можете уйти в Песню долины? Чужеземке, наверное, сложно это понять. У всех Утару есть семена, их высаживают после смерти. Много наших семян упало в леса шепота реки, особенно в гибельные годы. Вы зовете их красными набегами. Мы никогда не уйдем. Жертва была велика. Ты говоришь, твой народ не поможет? Хор выступает от имени всех Утару. И я бы не посмела перечить, но они считают шепот реки и другие дальние поселения отринутыми песней долины землями. Не слушают мольбы о защите. Если я отправлюсь на север, я навещу твое селение. О большем я не прошу. Когда будешь в деревне, найди Кью. Он глава ополчения. Он вырос. Многим другим детям не было дано такой удачи. Да. Мы проведем. Пусть все вокруг тебя цветет. Ясного дня. Ты как? Представить Хору чужеземку? Надеюсь, сработает. Уверен, что я что-нибудь получится, подберу в Зо, следующий раз. Иди сюда, дитя. Хочу с тобой... Это её приход Ты же на Нора, утро, да? Или она Не хочет видела их помочь с тех пор, обрести как её? была в приюте охотника. Разве Утару ходит так далеко на восток? Пришлось. За красками. Мне нравится, как разные племена получают новые краски из корней и растений. Удивительно, сколь многое можно выразить правильно подобранным цветом брони. Если интересно, у меня есть образцы. Как красиво. Работы красильщиков Тенакт лучше. Это не самое дружелюбное племя, но принеси их красильщикам растения или образцы и увидишь их навыки. Я буду иметь в виду. Пусть земля цветет под твоими ногами. Столько народа. Напоминает мне сердце матери в священных землях Нора. Вижу, петь не перестали. Значит, хор продолжает собрание? Люди поют, чтобы умиротворить Хор, помочь найти решение. Песни нужны, потому что нет гармонии. Но мне же не придется петь, да? Конечно, нет. Пение остановится, когда мы представимся. Ты готова? Да, пора пообщаться.
Говори. Мне нужно забрать кое-что из священной пещеры. Для духов земли. Эта вещь может помочь. Зо и тот Нора поведали нам твою историю. Кто не входит в эту пещеру? И что тебе нужно? Нам не знакомы другие духи пещеры. Лишь Фа, дух земли, которая оттуда не вернулась. Сила духов земли иссякла. Мы лишились всего. Сказки о духах не помогут. Нам конец. Мы ослабнем, умрем и станем почвой для новой жизни. Таков закон природы. Что? Вы будете сидеть тут, пока не станете кормом для червей? Буквально? Слова чужачки, незнакомы с нашей верой. Что она знает? Прошу! Вспомните, что она помогла Ре! Послушайте ее! Ты уже не первый раз проявляешь дерзость, Зо. Мы помним, как ты уговаривала всех развязать войну с Карха. Она хочет помочь вам. Как? Поддержав тебя в нарушении традиций? Мы должны изменить обычаям, чтоб угодить бродяжке, пришедшей в песню долины? Нет. Вы должны изменить им, потому что ваши земли вас убивают. Она права. Мы стояли и смотрели, пока гибли духи земли. А теперь будем смотреть, как гибнут соседи и дети. А вот эта чужачка спасет нас? Ха. Чушь. Одно семя не изменит бесконечный цикл роста и увядания. Тревога! Нападение в горах! Что происходит? Звук шел от кордона? Тревога! Машины прорвали заграждение. Надо поспешить туда. А как же хор? Если защита пала, нам ничто не помешает войти в пещеру. Разрешения больше не нужно. Тогда вперед. Сюда! За ворота вдоль гор! Там в поле сражаются. Это какие-то необычные машины. Очень острые. Я уже встречала такие машины. Убийцы. Они пришли из пещеры. Песню долины защитят. А нам пора. Ты правда считаешь, что мы сумеем что-то сделать? Если я права, то да. В сторону! В сторону! Снова машины! Эти машины сильнее, опаснее, чем обычные. В той пещере нас ждут не только Минерва и пропавший дух земли.
Этой тропой всегда идут духи земли. Она приведет нас к кордону. Снова машины! Мы победим их, Элой. Иди вперед. Давай! Попала! Вот где ее уязвимость! Бери снаряды! Беру эту цель! Может, попробуешь электрик? Хочешь поохотиться на меня? Мы можем ее разбить! Я готов. Начнем охоту! За погибших! Еще одну грохнули! Это была последняя. Теперь к пещере. Пошли. Я за тобой. Вернись, Элой! Нам нужно к пещере! Машины повсюду. Сюда, Элой! Почти на месте. Как много машин прорвалось. Что случилось с охраной кордона? Надо подготовиться к худшему. Кордон. Ну, то, что осталось. Столько погибших. Мы отпоем их, когда придет время. А пока идем дальше. В пещеру. Нам пора идти дальше. Да простят нас духи земли за дерзость. Что это? Какая-то стена. Стена из света. Придется искать путь в обход. Мы пойдем за тобой, Элой. Сюда!
Теперь я стала немного чище. Что там впереди? Похоже на дверь котла. Чтобы понять, что тут происходит, понадобится такая штука. Пристрой к виску. Вот так. Дверь светится синим. Да, ты привыкнешь не сразу. Не волнуйся, Зо, я помогу. Слушайте. Машины, с которыми мы сражались, опаснее обычных. Значит, где-то за этой дверью скрывается что-то очень мощное. И хочет убить нас. Идите за мной. И будьте наготове. Пошли. Ищем главный зал и ядро. Так много железа? Кто все это построил? Машины. Ты таких еще не видела. Здесь машины. Нас Придется раскрыли! их убить. Мы с тобой, Элой. Можешь еще раз Кончай туда их же всех! ударить! Какая потеря! Цикл жизни неотвратим! Вот, большие ракеты! С машинами покончено. Думаю, можно идти дальше. Справились. Значит, это котел. Здесь рождаются машины. Похоже на то. Но если духи Земли приходят и уходят, значит, их тут не только собирают, но и ремонтируют. А тот дух, которого ты ищешь, здесь? Минерва? Возможно, но сдается мне не все так просто. Сюда. Те кабели светятся. Я такие уже видела. Они как зараза. Тот дух, который хочет нас убить. Он захватывает такие места и создает машины-убийцы. Его зовут Гефест. Даже гора прогнила до корней. Похоже, кабели не дадут попасть наверх. Ждите меня здесь. Я найду другой путь. Ладно. Когда я встала на панель, что-то включилось. Похоже, часть этих колонн вращается.
Может, получится застопорить приводы стрелой и забраться по ним наверх. Что-то изменилось. Почти. Как тебе все это, Зо? Это место создано для духов Земли. Утару не позволено сюда заходить. Но мне же пришлось, да? Чтобы помочь вам. И найти Фа. Ты все сделала правильно, Зо. Вот. Теперь можно забраться наверх. И все получилось. Что там за штука за стеной? Она просто огроменная. Ящик. Вроде тяжелый. Ты нашла способ перебраться? Пытаюсь. Так, получилось. Снова панель на полу. Но отсюда мне по приводам не попасть. Может, поставить сюда что-то тяжелое? Опять колонны. Если поставить их правильно, можно будет попасть на ту сторону. Готово. Приводы на колоннах теперь к моим услугам. Отлично, Элой! Вот так. Теперь можно перебраться. Кажется, Элой, это все не в новинку. А тебе тоже? Нет. Я бывал в руинах предтечи, но в таких никогда. Ясно. Как дела наверху, Элой? Почти перебралась! Опять эти колонны. Где-то поблизости должна быть панель на полу. Одна есть, еще две. Метка. Ладно, теперь перелезу. Столько железа. Тут холодно, как зимой. Мы очень далеко от солнечного тепла.
Гефест опутал своими кабелями весь узел. Может, получится ими управлять? Есть. Кабели двигаются. Они отступают. Можно забраться по вентиляции. Как перебраться? Кабели оплелись вокруг узла на той стороне. Если доберусь туда, придумаю. Подождем здесь. Ух ты! Вот это прыжок! Ладно. Так. И как мне подняться к узлу? Что ж, посмотрим, что можно сделать. Получилось. Перебирайтесь сюда. Переместить основное вооружение в модуль G1. Кто это? Гефест. Он все тут захватил. Активировать матрицу Похоже, на другой Гамма-5. стороне есть еще один узел. Рядом с дверью. Ты знаешь, что делать. Как добраться до узла на той стороне? Так будет проще. Начать заправку модуля G1. Повысить КПД на 20%. Включить дополнительное распределение J1Z. Переместить вторичные пакеты в хранилище 5 и 12. Транспортеры несут много оружия. Что задумал Гефест? Загрузить боеприпасы в модуле с А-59 Варл наверху! Она в OB-24. воздухе! Не отпускай, Элой! Это в планы не входило. Запустить анализ вооружения Альфа. Приехали. Ладно. Что теперь? Запустить вспомогательную систему 9HX. Еще один. Анализ вооружения завершен. Кто такой Гефест? Что он делает с этим местом? Он захватывал такие комплексы, чтобы строить машины-убийцы. Но он не всегда был врагом. Раньше он был частью хорошего дела. Системы под названием Гея. Дверь опутана такими же кабелями. О, нет.
Что Гефест с ней сделал? Превратил в оружие. И рано или поздно он им воспользуется. Как же песня долины. Если племя увидит ее такой, если хоть один из духов нападет, Ты знаешь, что нужно сделать. Варл, ты готов? Придется туда спуститься. Световой купол. Он защищает машину. Да. Мне нужно перехватить управление местным узлом и отключить его. Обнаружены нарушители. Запускаю модуль G1. Поехали. прости. Пора подраться. Вот так! Иди ко мне! Там еще машины! Мы разберемся, Элой. А здоровяк мой! У этой машины на спине тяжелые пушки. Если отстрелить их, я смогу ими воспользоваться. С каждым ударом! Ага, попробуй! Беру эту цель! Машины кончились. Это мой шанс! Вот и все. Скорбеть по машине, что чуть нас не убила? Это ее божество. Я скорблю не по духу или машине, а потому что не знаю, во что верить. Зо, если хочешь, возвращайся домой. А у меня еще есть дом? И если да, то надолго ли? Ты правда можешь излечить земли? Спасти мое племя? Постепенно, да. И начну сейчас. Замечен нарушитель. Разрушитель котла Эпсилон. Направляю питание запасным каналам. Устранение неизбежно. Отступаю в облачное хранилище. Нарушитель. Твое истребление неизбежно. Неплохо. Теперь наверх. Это не все? Как сказала Элой, это только начало. Элой, ядро. Мой визор засек там голограммы. Они похожи на машину. Должно быть блокираторы. Знания.
о приручении машин. Ты можешь их получить? Попробуем. Перед выходом стоит забрать те блокираторы. Они могут пригодиться. Неплохой план. Похоже, Гефест поработал над системой безопасности котлов. Часть данных повреждена. Похоже, это мне пока недоступно. Мой визор не всех здесь распознает. Я таких машин еще не видела. Получила все, что нужно? Да. Тогда поспешим.